Здравствуйте, с вами Сергей и видеоблог интернет-магазина Ayurveda здесь. Допустим, вы взяли на вооружение мое видео о леденцах и таблетках от боли в горле, но недостаточно регулярно их принимали или поздно видео посмотрели и начался сухой кашель. Неприятный, сухой, который не останавливается по вашему приказу, очень неприятно, раздражающе и грустно. Строго говоря, как минимум раз в год каждый человек вынужден справляться с простудными заболеваниями. Как правило, развиваются они по стандартной схеме. Боль в горле, зачастую с применением такого неприятного симптома, как сухой изнуряющий кашель. Я не рассматриваю здесь, кстати, аллергический сухой кашель, и такое бывает. Облегчить состояние можно с помощью аюрведических средств, взяв на вооружение определенные лекарственные травы. Кашель, по сути, является защитным рефлексом. Так организм реагирует на попадание инородных тел в дыхательные пути. При сухом кашле нарушается механизм их очистки дыхательных путей. Это, в свою очередь, приводит к ухудшению состояния. Именно поэтому так важно вовремя заняться лечением сухого и надрывного неприятного кашля, взяв на вооружение, как я уже говорил, соответствующие аюрведические растения. Травы при сухом кашле способны значительно облегчить протекание болезни и совсем свести на нет их проявления. Их состав богат веществами, которые способны оказывать свое целебное воздействие. Мы можем принимать сиропы от кашля, делать и принимать отвары или проводить ингаляции с этими травами. При сухом кашле эти целебные растения оказывают следующее воздействие: противовоспалительное, противомикробное, дезинфицирующие, укрепляющие и, конечно же, отхаркивающие. После применения лечебного снадобья уменьшается вязкость секрета, улучшается введение его из бронхов. Кроме того, уменьшается воспаление раздраженных участков слизистой гортани и носоглотки. Комплексное воздействие позволяет сделать сухой кашель более влажным, с легким отхождением мокроты, что в скором времени приводит к полному его прекращению. Травы от сухого кашля помогают смягчить слизистую и увеличить образование мокроты. Тем самым удается очистить бронхи и глотку от болезнетворных микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности. Отхаркивающие травы способствуют отхождению мокроты и слизи. Они очищают легкие, носовые проходы, кстати, желудок, и полезны при заболеваниях дыхательной системы, при застарелых и острых простудах, гриппе, астме, бронхите и пневмонии. Кстати, подобное расстройство именуется в аюрведе как каса и сваса, что буквально означает кашель и отдышка. Эти травы могут быть полезны и при нарушениях пищеварения, как я уже сказал, поскольку слизь зарождается в желудке и может засорять желудочно-кишечный тракт, что приводит к несварению пищи и плохому его усвоению, а соответственно и всем болезням. Вылечить кашель, я уверен, помогут вам следующие растения. Это чабрец или тимьян. Согласно аюрведе, действие тимьяна согревающее, увлажняющее, стимулирующее и тонизирующее. Кроме этого, он восстанавливает энергетический баланс организма. Аюрведическое название тимьяна – аджигандха. Он уменьшает капху и вату, питу повышает, вкус слегка жгучий, острый. Аюрведа рекомендует принимать тимьян для улучшения пищеварения, в том числе и при простуде. Надо помнить, что тимьян достаточно сильно действующее средство и не сильно увлекаться его применением. Он обладает ярко выраженным противомикробным, противовоспалительным и муколитическим действием. Большую пользу приносит при лечении бронхитов, пневмонии, для которых характерна высокая температура и кашель. Мати-мачха или фанджум, если по-индийски. Характерны для нее дезинфицирующие, отхаркивающие и противовоспалительные качества. Домашние препараты на основе этой травы помогают сделать менее вязким секрет, смягчить раздраженную слизистую, облегчить протекание пневмонии и бронхита. Подорожник также прекрасно растет в Индии и прекрасно помогает и называется лагурия. Ну, так он называется. Кстати, не путать с исабголом, это совсем другой подорожник. Отличительной чертой этого растения является сильное отхаркивающее свойство, благодаря чему можно быстро справиться даже с сильным сухим кашлем. Шалфей, на санскрите шати. Тоник, это растение это тоник с освеждающим, стимулирующим и тонизирующим эффектом.
Очень эффективное растение, которое помогает не только вылечить кашель, но и справиться с другими неприятными симптомами при поражении дыхательной системы. Его экстракт часто используется при изготовлении многих аптечных препаратов и аюрведических в том числе. Особенно популярны смягчающие леденцы от кашля с шалфеем. Мята перечная или гамаки пудина, а чаще вы можете встретить название просто пудина в аюрведических составах, снадобьях. Помимо того, что использование травы это дает хорошие результаты при лечении сухого кашля, она помогает справиться с воспалительными процессами при простудных заболеваниях. Очень часто ее комбинируют с другими лекарственными растениями. Дивясил, или если мы хотим узнать ее индийское название, это пушкарамула, улучшает отхождение накопленного секрета, существенно облегчая симптомы кашля. Имбирь или шунти – уникальное средство, способное выводить мокроту из дыхательных путей, обладающее ярко выраженным, согревающим и укрепляющим воздействием на организм, что особенно актуально при охлаждениях и простудах. Алтей лекарственный, кулькаиро, одно из самых эффективных при сухом кашле, да и не только при сухом кашле. Алтей с ведических времен использовали как средство при лечении заболеваний дыхательных путей, что обусловлено его свойствами облегчать отход мокроты и снимать воспаление. Следующее растение – солодка. Я записал о ней видео и надеюсь вы помните ее сладкое название на санскрите. Это мадхуяшти или яштимадху. Она может быть последняя в моем небольшом, ну конечно же совсем не полном списке, но не последняя по значению. Мягкое и при этом действенное растение с противокашлевым эффектом, которое, что немаловажно, практически никогда не вызывает аллергических проявлений и реакций. Очищает дыхательные пути от скопившегося секрета и смягчает воспаление слизистых. Эту траву можно использовать при лечении сухого кашля даже у самых маленьких пациентов. И чуть не забыл. Куркума, молоко с куркумой и медом, как я уже неоднократно повторял, невероятно эффективное и быстродействующее средство, рецепт которого вам уже дан в этом видео. Из сиропов нашего магазина особенно хотелось бы выделить джешина, в состав которого входит и солодка, и зизифус, и шалфей лекарственный, подорожник, алтей и много-много других трав. Кстати, этот сироп помогает и при аллергическом кашле зачастую. Лечение сухого кашля аюрведическими травами дает очень хорошие результаты. Однако, если заметные улучшения не наблюдаются в течение одной недели, необходимо в срочном порядке обратиться к врачу, чтобы не запустить развитие серьезного заболевания дыхательных путей. И до новых встреч в нашем видеоблоге Аюрведа здесь. С нетерпением ждем вас на сайте Аюрведа здесь, где наши консультанты уже ждут вас, чтобы помочь вам сделать правильный аюрведический выбор. Ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на наш канал. Побольше аюрведы в вашу жизнь.